Некоторые сведения из йогической традиции. Многочисленные и обширные системы йоги, распространившиеся из Индии и северных районов Непала или из Тибета, насчитывают тысячи лет. На протяжении длительного времени йога распространялась по всему свету. Сейчас вы можете найти школы йоги почти повсеместно. Обычно йогическая практика включает физические упражнения, регулируемое дыхание и медитацию. Кроме этих трех категорий деятельности, существует буквально тысячи методов для получения превосходного здоровья, блестящей умственной ясности и духовного совершенства. Имеется сходство между всеми системами йоги, но в то же время между ними имеются и глубокие различия. Например, разновидность йоги, которую практиковал я лично, представляет собой соединение методов, взятых из кундалини-йоги, тибетской йоги и китайской йогической традиции. Практика, которой придерживаюсь я, отличается напряженностью, будучи в чем-то сходной с аэробикой, включает большое количество дыхательных упражнений, характеризующихся большой мощностью. Можно сказать, что это соответствует моему пылкому темпераменту. Традиционная хатха-йога, в противоположность тому, чем занимаюсь я, больше соответствует характеру тех практиков, которые заинтересованы в более мягкой системе тренировки, направленной только на то, чтобы улучшить общее здоровье и обеспечить освобождение от стрессов. Конечно же, все системы йоги обладают своими достоинствами. Подобно любой другой практике, йога не является чем-то застывшим. Она развивается и изменяется на протяжении времени в соответствии с тем, кто занимается ею и кто ей учит. Каждый, кто идет дальше поверхностного ознакомления с йогой, обязательно сделает свой собственный вклад в нее. Два учителя могут предлагать один и тот же метод, но в передаче одного из них он может казаться более живым, динамичным и богатым возможностями, чем в передаче другого. Поскольку йогическая практика вообще является экспериментальной, она никогда не может быть отделена от личности человека, который практикует ее или учит ей. На протяжении тысячелетий, в течение которых шло развитие йоги, ее адепты обнаружили некоторые методы, обладающие большей мощностью или приносящие больше пользы здоровью, чем другие. Имеется много замечательных рукописей первоисточников, содержащих сведения о йоге, и существует большое количество текстов, которые описывают ее методы. Для своих занятий я немало позаимствовал из таких традиционных йогических текстов, как Шива Самхита, Гаракша Сатака, Хатха-йога Прадипика и Тибетская йога и тайные доктрины в переводе ламы Кази Дава Самдупа. Хотя язык, используемый при написании этих текстов, иногда кажется трудным и громоздким, а рукописи-первоисточники наполнены ссылками на религиозные и культурные традиции, описаниями церемоний, божеств и духов, это не уменьшает ценности описанных там методов, и эти тексты являются исключительно важными источниками информации для серьезных практиков. Многие идеи, изложенные на страницах этой книги, возникли под влиянием или непосредственно взяты со страниц этих священных текстов. Уже в течение многих лет я сам практикую и обучаю других каждому из методов, включенных в эту книгу. Иначе я ни в коем случае не стал бы гарантировать их эффективность. Йога – это не только приобретение силы, здоровья и возможность достичь просветления, она также в высшей мере способна доставлять радость. Йогическая практика оживляет чувства и ощущения и повышает уровень восприятия жизни. Она наполняет вас смыслом жизни, если вы только позволяете ей сделать это. Она может доставлять развлечения и вносить оживление в вашу жизнь. Благодаря ей вкус пищи становится лучше. Она улучшает качество секса. Она превращает дыхание в полноценное удовольствие. Йога повышает чувство юмора. Вы не можете старательно заниматься йогой, оттачивать ясность своего ума и не поражаться забавным и юмористическим, хотя и не лишенным патетики и драматизма, затруднительным положением, в которых все мы оказываемся. Мы все обнаруживаем, что мы привязаны цепями к колесу кармы. Это то, что Джек Керуак называл мясорубкой, и непрерывно крутимся и крутимся в нашем частном иллюзорном мире, борясь за то, чтобы хоть мельком увидеть реальность и достичь вечности. Это бывает забавно, бывает по-сумасшедшему трудно и, конечно, иногда грустно тоже. Однако это единственная стоящая игра и подлинное развлечение в нашей жизни, и платой за нее становится наша жизнь или смерть.
Йога помогает нам подняться и принять вызов, который нам бросает жизнь. Она помогает нам не быть раздавленными обстоятельствами. Она зажигает наше тело и ум и ведет к уравновешенности и мудрости. Она делает нашу практику осмысленной. В этой книге даются упражнения, способствующие усилению тела, повышению уровня здоровья, увеличению уровня энергетики, совершенствованию концентрации, а кроме того, вы получите возможность ощутить глубинную силу и мир, погружаясь в медитацию. Вам не нужно уходить в аскетические крайности или отправляться в суровые гималайские края, чтобы овладеть этим учением. Теперь оно доступно всем и без всяких ограничений, и именно так должно быть со всеми ценными учениями вообще.